Всем привет! Пытаюсь продлить жизнь беззубому диску, последние соки из него выжать. Ну вот я уже заказал, да пока он придет, несколько дней пройдет. А работу нужно сейчас делать. Погода-то ждать не будет. У нас опять восстановилась хорошая погода, дней на 5 передают без дождя. Хотел сначала снова заняться заготовкой сена. Ну а что, косить у меня есть где, погода как раз позволяла, да и спрос на него хороший. Еще он лето не закончилось, а я уже все тюки с первого укоса продал. Ну а потом передумал, вспомнил, это же у нас уборочная вовсю идет. В некоторых регионах страны уже и закончили жать. Но я живу в северной части, у нас это позднее начинают. Да и эти дни особо-то погода не позволяла. Дожди шли практически каждый день. Ну а сейчас восстановилось и слышно, что за лесом уже комбайны вовсю работают. Ну пока до моей деревни не добрались. Я же этой весной на колхозных землях себе тоже зерновых посеял. Ну, хотел попробовать вырастить свое зерно, чтобы было для животных и не нужно было покупать. Ну, земли-то хоть и принадлежат колхозу, но их уже лет 10 никто не обрабатывал. Они, получается, там небольшой участочек, и соток, наверное, 15, расположен между другими людскими, что тоже захвачены. Ну, и были потом брошены. С осени я ее запахал, эту целину, вот, траву предварительно скосив, а на весну хорошенько ее обработал мотоблоком культиватором, ну точнее фрезой. Ну и сразу начал сеять, чтобы влага не уходила. Делал это первый раз, да и сделал без какой-либо техники, так вручную рассыпал зерно, а потом фрезой прошелся мотоблоком, закультивировал где-то на глубину сантиметров 10-15. Ну а сейчас вот пришла пора убирать, смотреть, что там выросло. Это колхозное поле. Как видите, зерно уже выросло, налилось, колос большой, голову повесил, можно уже собирать. О, зернышек много и довольно-таки крупные. А это мое поле с овсом, точнее с травой. Ну, между ней растет еще и овес. Тоже неплохо такой вырос. Зернышек прилично, только что позарастал сильно, особенно бурьяном таким крупным. Комбайна дождаться смысла нету, потому что колхоз не даст, пока свое не уберет. А участников будет дорого, да и вряд ли он сюда влезет. Травы много, мало что вырастет. А здесь рядом поле с ячменем. Как видите, его практически нету, но это как в том фильме. Суслика видишь? Нет, а он есть. Так и здесь. Ячмень был хороший, довольно плотно рос. Еще густо я его посадил, но потом прибило дождем. И все, трава шуганула. Но если поискать, зерно можно найти. Комбайном вряд ли получится смолотить. Сорт низкорослый, еще колоски наклонились, получается весь в траве. Вот чуть повыше, можно было попробовать только по вершкам пройтись. А его еще и дождем свалило, так и вообще практически нету. Так будет траву только наматывать на все барабаны и, скорее всего, колом станет. Рады не дашь. Ну а бросать не будешь. Жалко. Да и в любом случае нужно же убирать, чтобы поле освободить, и потом можно было что-то повторно посеять. Ну а сколько тут намолотится, кто его знает. Буду пробовать. Серпом жать такую траву будет тяжело, да и довольно долго. А погода восстановилась всего лишь дней на 5. Пробовал косой, так тоже рады не дал. Потому что здесь все перекручено, полегче. Да и такой бурьян довольно тяжело косить. Это нужно либо размах большой, да и сломаешь ее. Так вот, мучаю его триммером. Когда зеленой травы очень много, то вряд ли получится что-то вымолотить. Она будет пускать сок, будет все склеиваться, превращаться в кашу и ничего не высыпется.
Так я решил поступить таким методом. Скосить все, высушить, ну а потом уже собирать, везти домой и там пробовать вымолачивать. Я тут уже намучил немного. С этой стороны было и травы поменьше. Получается, ближе к кустам, затишнее, ветра не было, дождем не прибило, и колос был повыше, катилось легко. А здесь вообще невыносимо. Мучился, наверное, пару метров, несколько часов. Ну, сейчас сами увидите, только пробегусь по-быстрому, это подверну. Ну вот, ячмень скосил, хотя нет, так будет неправильно. Траву, где рос ячмень, скосил, осталось все подсушить, отвезти домой, ну и попробовать вымолотить оставшееся зерно. Конечно, оно есть там и останется ли после того, как я его кашу, ворошу. Ну, а овес-то получше выглядит, и он покрепче держится, наверное, с ним будет попроще. Сегодня в деревне Аншлаг народу съехалось посмотреть на чудо техники. Комбайн и в нашу деревню добрался. Наверное, одним из последних. Он уже молодьба идет вовсю, сейчас выгрузка зерна. Ну а нам на чудо техники такое смотреть некогда. Только если слюнки глотать завидуя, потому что работы только, можно сказать, начало. Он половину пшеницы загрузил. Ну какой пшеницы, ячменя загрузил. Ну, наверное, весь участок не загружу в воз. Придется повторно приехать. Ну, скосить и собрать это так, полбеды. Даже, наверное, 1/5 часть. А вот смолотить, вот это вот вопрос. А довольно чисто получилось собрать. Я думал, будет побольше насыпавшегося зерна, а его практически нету. Лишь только
Где-нигде колоски валяются, обломавшиеся, просочившиеся сквозь зубья граблей. Сюда бы армию миньонов, которые бы следом пробежались и собрали бы эти колоски. С ведра таких колосков, наверное, бы зерна получится больше, чем из нескольких окапков травы вымолотить. Ну а пока своей армии нету, придется самому пробежаться пособирать. Интересно, за комбайном остаются ли такие, или он вообще начисто собирает? Нужно будет, как закончат, тоже пройтись, посмотреть. Можно будет пособирать. С ними-то легче вымолотить зерно, чем с этого всего. Взял насадку на болгарку, что клей взбивать, в ведро засыпал, всколотнул, проверил и все. А с этим еще надо думать, что делать. Наконец-то дома. Здесь во дворе хорошо, тенек, прохладненько. Не то, что там на поле жара вообще невыносима. Осталось еще овса немного покосить. Глянул прогноз погоды, а там уже опять все поменялось. На послезавтра дождь передают. Пойти водички попить, охладиться немного и браться молотить. Да. Вымолотить зерно не такая уже и сложная и задача. Тут не нужно выдумывать велосипед. Люди занимаются этим не одно тысячелетие, а комбайны придуманы относительно не так и давно. Достаточно посмотреть в историю, как это делали наши предки. Ну, первое, что приходит на ум, это две палки, соединенные цепью, наподобие нунчак, только подлиннее, с помощью которых зерно из колосьев выбивали. Как это делал мой прадед, я не знаю, да и спросить уже не у кого. Но не думаю, что он делал это с помощью нунчак. Скорее всего, были какие-то другие, более сложные приспособления. Хотя, как говорится, все гениально просто. Если объем небольшой, то зачем что-то усложнять? Взял две палки, веревкой связал и маши себе спокойно. Мою солому таким методом будет тяжеловато выбить. Это если только снопы с колосьями, то бей, по ним зерно и высыпется. А здесь много травы, да и объем не маленький. Вместе с овсом, скорее всего, телег 5 таких будет. Надоест махаться. О, сестра подсказала, был еще такой метод, когда снопы брали в материю, ввязывали и потом просто топтались по ним. Ну, я не помню, чтобы кто-то так делал, но в истории такой метод есть, когда снопы разбрасывали по земле и с помощью лошадей либо быков таскали так называемый гарман. Это из камня такой вал, сечение не круглое, а в виде шестеренки. И таскали его, и, можно сказать, зерно вытаптывалось. В принципе, можно в моих условиях тоже его применить, только вместо вот этого каменного вала гармана использовать мотоблок. У него похожее колесо будет. Просто поездить туда-сюда и вытоптать это зерно. Как это делал дед, я хорошо помню. Мне тогда лет 14-15 было, я приезжал, помогал ему. Жала в основном бабуля. Она делала это с помощью серпа и вязала снопы. Ну а когда их уже собиралось достаточно много на поле, то тут подключался я, и в мои задачи входило на лошади поехать, собрать их и привезти сюда вот во двор, прямо на это место. Ну а здесь уже всей семьей подключались и молотили. У деда для этого случая даже здесь и бетонная площадка была залита. Ну, она, в принципе, и сейчас сохранилась, только там под плодородным слоем. Ну и делали это не вручную, а с помощью сделанной им молотарни. Она, кстати, до сих пор еще сохранилась. Я ее в одном из первых видео, когда делал обзор на участок, показывал. Да и частенько в других видео она мелькала.
просто не обращали на это внимания. Ну, вроде бы еще крепкая. Вытащу и посмотрим, в каком она состоянии. Тяжелый, еле дотащил. Но выражение «сила есть, ума не надо» в этой работе бы точно не помогло. Здесь нужен тонкий подход, ну и знание элементарных законов физики. Сила-то есть, вон 8 лошадей стоит, или 69 и того будет побольше. Ну а с помощью их, скорее всего, бы ничего не получилось. Конструкция его такая, что 4 ноги, и сопротивление с землей очень большое. А здесь под горочку техникой тянуть, скорее всего, либо буксовал, либо вообще разорвал бы его. И так он дно отвалилось. Придется доделывать. А принцип у нее такой же, как и у комбайна. Сюда подается солома с колосьями. А внутри барабан с планками, который вращается, этими планками зерно и выбивается. А вот только что барабан у деда приводился в движение с помощью электродвигателя. Вон-то есть дома, да вот только линии уже нету, рассчитан по 380 вольт. А переделывать на 220 это и конденсаторы нужны, да и мощность упадет, не факт, что хватит. Вот думаю попробовать мотоблок подсоединить. Заработал! Осталось только отремонтировать дно, подтянуть гайки, чтобы его так не болтало, подобрать частоту вращения, отрегулировать, чтобы хорошо поступало, и можно начинать молотить. Куда ты лезешь? Что такое? Что там? О, видите, там мышь сидит. Шадо заметила. Летучая. Вон там она. Я сначала не понял, кто где что шипит. А вот там, смотрю, Шадо полезла. Охотится. Да? Но ты ее все равно не достанешь. Все, слазь, я буду дверь закрывать.